Европейские союзники Киева пригрозили новыми санкциями против России, в том числе постоянной блокировкой газопровода «Северный поток-2», соединяющего Россию с Германией, если Кремль не согласится на 30-дневное прекращение огня. Что характерно. На прекращение огня вроде как 30-дневное никто не согласился. Ну, что характерно, в законодательстве Германии вот такая мера, постоянная блокировка газопровода, тоже не состоялась. Ее просто нет. Есть юридические лица, с которыми надо работать, а санкции против трубы... Возможно, под постоянной блокировкой понималось следующее. Берут большую-большую пробку, затыкают, и все, говорят, извините, теперь на постоянной основе труба заблокирована. Тут смех смехом, но выглядит странно. «Северный поток-2» не эксплуатировался. Это газопровод построенный, состоящий из двух ниток, то есть из двух параллельно практически лежащих газопроводов, каждый 27,5 миллиардов кубических метров мощности годовой. Одна нитка. Я бы даже сказал 27,5, если говорить о том, почему они не работали. Просто напомню, недавно вроде было, но все уже успели забыть. Состоялось это в связи с изменением законодательства Европейского Союза задним числом. Там так принято. Это цивилизованные страны все больше. На тот момент, когда принималось окончательное инвестиционное решение о строительстве, положения третьего пакета были одни. В 2019 году они стали другими задним числом. А третий энергопакет – это вот то самое законодательство, где содержалось волшебное слово «анбандлинг». Если вы владелец трубопровода, то вашего газа в нем может быть не более 50%, все остальное надо резервировать под альтернативных поставщиков. И если в 2017 году это правило касалось только магистральных газопроводов, проложенных на территории Евросоюза, от границы до границы, так скажем, то в 2019 году решили, что оно распространяется и на импортирующие трубопроводы, и, соответственно, «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, под это правило попал в нарушение всего действующего законодательства по защите интересов инвесторов. И лицензировать такой газопровод имело право правительство той страны, куда газопровод входил первым. Вот из-за пределов Европейского Союза «Северный поток-2» приходит на территорию Германии. Значит, лицензию должна была давать, либо не давать Германия. Не дала. Не дала, поскольку не соблюдены правила анбандлинга, требуется альтернативный поставщик, который должен был возникнуть где-то то ли на дне Балтийского моря, то ли откуда-то еще появиться. Разумеется, был встречный иск по поводу того, что правила задним числом менять это как-то все-таки совсем уж по-европейски, совсем уж по-немецки, если точнее. Ну, а споры закончились тем, что, видимо, для того, чтобы избежать тяжб в судах, просто взяли да взорвали. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблем, есть труба, есть проблема, нет трубы, нет проблем. А теперь мы его будем постоянно Было блокировать. 4 трубы. Теперь из 4 проблем осталась одна. И вот, видимо, эту трубу будут блокировать. Там, чтобы добавить безумие к происходящему, «Северный поток» ведь работал, пока мог работать. Первый, да, «Северный поток». Пока Шольц не украл турбину. И не начал ее щупать. Но это ладно, это, знаете, в предыдущих сериях нашей программы, где-то вот в августе 2022 года, когда Шольц щупающий... Кстати, где теперь Шольц? Нет его теперь с нами. Да Шольц-то ладно, где турбина? Это другой вопрос. Возможно, ею и будут блокировать. Запихнут, скажут, все. Вкрутят поглубже. Да, ладно, смех смехом. Чтобы добавить безумие к происходящему, «Северный поток» продолжал работать, а вот на новые проекты они действительно распространили ограничения, которые распространялись на территориальные воды, то есть на 12 морских миль, или примерно 20 километров. То есть где-то в 20 километрах от берега Германии должен был возникнуть альтернативный поставщик. Вот. Там пытались объяснить, ребят, вы знаете, география такая штука вот странная. Вот 20 километров от берега, там альтернативные поставщики обычно не появляются. Но это ладно. Все понимали, пытались заблокировали, но, видимо, заблокировали пока недостаточно ясно и четко. Сейчас будут блокировать окончательно. Причем не швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG, а конкретно трубопровод. Если турбина туда не влезет, в трубу, то вот пропавший ныне Шольц, он туда входит и выходит. Как показала практика, тут недавняя,
В принципе, такое возможно. Труба там подходящего диаметра, чтобы Шольц, слегка пригнувшись. Но это мы ни к чему не призываем, мы просто фантазируем на тему. 3-4 Шольца, нет никакого газа. Так вот, самое интересное, что вот эта новость в мировых СМИ появилась после того, как суд Швейцарии утвердил мировое соглашение по оператору Северного потока-2. Суд швейцарского кантона ЦУГ утвердил мировое соглашение компании Nord Stream 2 AG, оператора Северного потока-2, и ее кредиторов, которое было заключено 30 апреля текущего года. Это следует из материалов суда. При этом решение об утверждении соглашения может быть обжаловано в установленном порядке. Поскольку решение суда еще не вступило в силу, суд кантона ЦУГ не представил дополнительной информации о процедуре моратория на реструктуризацию задолженности Nord Stream 2 AG. Банкротить собирались Nord Stream 2 AG, притом собирались банкротить кредиторы. А кредиторы это кто? Если Северный поток, который называют российским газопроводом, в действительности был российско-европейским газопроводом, где 50% денег обеспечивал «Газпром», 50% денег обеспечивали европейские покупатели российского газа, то «Северным потоком-2» пытались сделать так же, но мощные поляки и еще ряд не менее уважаемых представителей Европейского Союза заблокировали такую возможность. Не будем вдаваться в подробности. Заблокировали. Там ничего сложного не было. Польский оператор газотранспортной системы подал в суд европейский по делам конкуренции, о том, что акционерный состав Nord Stream и Nord Stream 2 AG практически совпадают, это нарушение конкуренции. Сделано это было в надежде, что пойдет встречный иск, и вместо того, чтобы заниматься строительством газопровода, года 2 все будут бегать по судам. И вот тогда европейские акционеры сделали ход конем. Они заявили, что акционер будет ровно один, «Газпром». Списки не совпадают, про конкуренцию ничего не говорим. А то, что мы собирались вливать как акционеры, мы предоставим в качестве кредита. Все. То есть кредиторы – это те же самые инвесторы, просто зашедшие, знаете, через черный ход. В серии ребят, вот эта сумма, но как бы в кредит. Ну, а возвращаете. Вот, то есть это компании, которые собирались покупать российский газ, которые заинтересованы в восстановлении поставок российского газа. Ну, и поэтому, видимо, мировое соглашение удалось заключить. Теперь его кто-нибудь, может быть, предполагаем, попытается оспорить. За этим сюжетом обязательно последим, вам расскажем, но... Давайте вот так. Я проконсультировался с юристами. Что мы тут наблюдаем? Акционеры, вернее, кредиторы не названы. С кем заключено мировое соглашение, неизвестно. Некие кредиторы. Дело в том, что в январе месяце этого года, когда должно было состояться очередное слушание по делу о банкротстве Nord Stream 2 AG, которое подало в 2022 году еще заявку о том, что приостанавливает деятельность, дальше, действия любого государства. Вы хотите самоустраниться из бизнес-среды, не остались ли вы кому-то должны? Остались. Значит, либо вы показываете документы о том, что никто претензий не имеет, либо мы проводим процедуру банкротства, других вариантов нет. Так вот, в январе несколько раз переносили срок рассмотрения, в январе был вердикт о том, что до 9 мая сего года компания Nord Stream 2 AG должна предоставить платежные документы о том, что она полностью рассчиталась с мелкими кредиторами. Вот так в тексте документа. Мелкие кредиторы. То есть это, может быть, те компании, которые оказывали какие-то услуги в порту, допустим, или, не знаю, там в офисе пол подметали. Вот с ними со всеми надо было рассчитаться, показать платежные документы. А с кем мировое соглашение? С ними? Или с ними со всеми рассчитались? Ну вот, собственно говоря, так как решение еще не вынесено, они подробности не сообщают. Кстати, да, как-то подробности не обнаружились. Просто такое короткое сообщение, притом у всех. Ну, еще раз, последим, когда некий сюжет этот вот завершится, вам расскажем. Однако, на этой неделе история получила дополнительное, знаете, развитие. Но не с судом, не с мировым соглашением, а вот с той самой блокировкой Северного потока. Собственно говоря, нам сообщили, что ЕС готовит новые санкции. Это вообще не новость. Это вот в любой момент времени. Как это? Разбудите меня через 150 лет и спросите, чем занимается Урсула фон дер Ляйен. Она готовит санкции. Чтобы усилить, в общем, давление на Россию. Со ссылкой на фон дер Ляйен эту новость и понесли. Что это? Что это за санкции? Давайте с вами узнаем. Этот пакет
будет включать, например, санкции в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2. Он будет включать работу по внесению в список большого количества судов российского теневого флота, а также снижение потолка цен на нефть и дополнительные санкции в отношении финансового сектора России, сообщила, в общем, во время одного из своих визитов Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии. Нашла время и место о том, чтобы сообщить, что будут санкции в отношении По-моему, в Тиране это было. Да. Обе трубы взорваны, не работают. 5 европейских акционеров, тем не менее, санкции. Я предлагаю посмотреть на ситуацию с другой стороны. Ранее Европейский Союз в лице лучших своих представителей, лучшую представительницу вы только что видели на своих экранах, вот эту вот в виде портретика, Она своим профессиональным взглядом, оценив обстановку. Так. Опубликовали, в общем, они дорожную карту по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году включительно. И там есть норма, касающаяся российского газа. К концу текущего года европейские страны должны представить национальные планы по отказу от российского газа. И к 2027 году включительно планы должны не только быть готовы, но и уже реализовываться. И после 2027 года ни по трубе, ни в виде СПГ российский газ в Европу идти уже не должен. И нефть тоже не должна. Не, мы сейчас. Я сейчас про газ, а потом мы и нефть и прочее. И уран никто не должен идти. Вообще закрыть как-то железный занавес, через который ничего не протечет, ничего не Интересно, а ветер с российской стороны, если будет дуть, не будет ли это считаться российским энергоносителем, который попадает? Солнце, которое светит с востока. Это ужасно. Ужасно. То есть впереди у Еврокомиссии много работы. Мне кажется, ветер надо тоже запретить. Поставить очень большую стену, чтобы ветер не дул. Так вот. После того, как эта дорожная карта была опубликована, выходят и говорят, а еще мы вот страшную санкцию предлагаем, заблокируем северные потоки. Нет, мы, конечно, подождем, когда они эту санкцию зафиксируют на бумаге, потому что, извините, ртом любую ерунду можно сказать. Но когда это будет зафиксировано на бумаге, это будет повод посмеяться. Притом громко, знаете, заливисто, потому что вы же, в принципе, любой российский газ не будете, по вашим словам, покупать после 2027 года. А я предлагаю следующее. Значит, это сейчас был 17-й пакет или уже... Неважно. В общем, готовят они следующий пакет. В следующем пакете «Северные потоки». А в пакете, который будет после него, «Ямал-Европа». После него, значит, который будет пакет, там прописывается украинское направление поставок российского газа. Надо же чем-то пакеты наполнять. Я бы еще предложил запретить поставки трубопроводного российского газа в Европу по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Мне кажется, это слишком жестоко. До такой меры они где-то к 30-му пакету санкций дойдут, не раньше. Потому что, это будет окончательный, бесповоротный удар по российской экономике. То есть, понимаете, смех смехом, казалось бы. Газопроводы взорваны, окончательная блокировка. Нет, звучит страшно, но если вы, в принципе, отказываетесь от российского газа, то зачем прописывать отдельные газопроводы? Единственное объяснение, потому что, надо же что-то в пакеты совать. Я могу дать еще одно объяснение. Я же не просто так советовался с юристами. Напомню, что компания Nord Stream 2 AG, зарегистрирована в дважды использованном кантоне ЦУХ, там же зарегистрирована Nord Stream без номера, находится под санкциями со стороны Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. В январе этого года американский миллиардер Линч, не Дэвид, я все никак не могу запомнить его фамилию, подал прошение о праве участвовать в банкротном производстве по делу Nord Stream 2 AG. Действительно, такое разрешение требуется. Господин Линч, мистер Линч, далеко не неизвестная величина. У нас в России присутствовал такой серьезный крупный спекулянт. Он помогал тут разбираться с остатками ЮКОСа, покупал какие-то компании, продавал и так далее. То есть он хотя бы немножечко о российских реалиях все понимает. Кроме того, он делал крупные взносы во время избирательной кампании мистера Трампа. То есть все основания для того, чтобы он такое разрешение получил, были. Больше информации нет. Подано, дальше тишина. Некое мировое соглашение, которое не публикуется, ждут каких-то претензий. Как вариант.
были показаны платежные документы относительно мелких кредиторов и мировое соглашение с крупными кредиторами. Вот это публиковаться не будет, если не будет претензий со стороны кредиторов. Если у них все в порядке, то мы этот документ не увидим. Никто не обязан его публиковать. Если мировое соглашение касается тех крупных кредиторов, которые финансировали строительство Северного потока-2, то дальше возникает вопрос, откуда «Газпром» взял деньги. Вариантов не очень много. Либо это деньги «Газпромом», тогда мы это увидели бы по результатам годового отчета, мы этого там не видим, убытков там внезапных не появилось, может быть, он их где-то занял. Например, под те проценты, которые сейчас у нас в России сложились. А может быть, он их где-то занял на внешнем рынке. Это бы тоже отразили. Это бы отразилось в долге, в заимствованиях, вот в этом всем, но вряд ли. Ну, как вариант. Будем ждать новостей из Соединенных Штатов от мистера Линча, Кинча, Пинча, Ринча. Их там много. Ну, в принципе, давайте, ладно, посмеялись, а давайте серьезно подойдем к вопросу. Я понимаю, тяжело, но у нас есть график. Да, на всякий случай. Вот предыдущая блокировка Северного потока-2, это было озвучено новым канцлером Германии, Мерцем. Да. А теперь это блокировка уже от Урсулы фон дер Ляйен. Там много чиновников, каждый из них может по разу заблокировать Северный поток-2. Собственно, на что мы с вами смотрим? Мы с вами смотрим на годовое потребление газа в Европейском Союзе. Наши постоянные зрители уже видели как-то этот график. Да, график до 2023 года, но учитывая, что в 2024 году примерно те же объемы потреблялись, невелика разница. Те же, что и в 2023. А вот уровень потребления, как, в общем, достаточно хорошо видно на этом графике, даже в момент того самого подъема в 2021 году был, мягко скажем, не очень впечатляющим, если брать конец нулевых, начало десятых годов. В общем, у Европейского Союза не очень хорошо с потреблением газа. Вот. Однако сейчас потребление газа в Евросоюзе последние месяцы частично восстанавливается. На эту тему тоже есть график. Из него, я понимаю, не очень хорошо видно, но, честно-честно, частично восстанавливается. Кривая. Нервная кривая, тревожная. Ну, понятное дело, потребление газа является сезонным, связано с сезонным фактором. Зимой потребляется больше, летом потребляется меньше, поэтому такие колебания происходят. Но, тем не менее, вот мы видели, что в декабре больше потребляли, чем в декабре, прошу прощения, в январе потребляли больше, чем в январе 2024 года. Зима прохладная Вот. была. Не только. Тут есть еще одна причина. Но сейчас мы про эту причину скажем. А пока, так как из графика, наверное, не очень понятно, насколько же там восстановилось потребление. Давайте мы цитатку небольшую. Страны Евросоюза, согласно данным Евростата, нарастили потребление природного газа в период с января по март до 119,57 миллиарда кубических метров. Это на 8,44 миллиарда кубических метров больше, чем за тот же период прошлого года, когда потребление составило 111,13 миллиарда кубических метров. Вроде немного, какие-то 8,5 миллиардов кубов за квартал. Это ни о чем. А происходило это по довольно банальной причине. Нет, разумеется, там кто-то пишет, что промышленность оживает. Мы рады за нее, пусть оживает, но проблема вот в чем. Ветер дул слабее. И не просто так сказал, что стало холоднее. Вот данные европейских синоптиков, если температура отклоняется от средней погоды, то ветер стихает. Неважно, куда отклоняется, вверх или вниз. Зимой отклонилась вниз, ветер стих. Без газа было никак. И, собственно говоря, загрузка газовых электростанций выросла. Мы сейчас не будем брать сюжет с Испанией и Португалией, который мы разбирали в одном из предыдущих выпусков. Теперь, тем более, что в первый квартал этот сюжет никак не вписывается. Но, тем не менее, первый квартал. Выработка на газовых электростанциях примерно на 10 тераватт-часов выросла. Потребление газа выросло. Удивительно. А предложение газа в мире не увеличивается, но Евросоюз очень надеется, нет, у него есть основания для этих надежд, очень надеется, что в период до 2027 года включительно предложение мировое вырастет значительно. А потребление в самом Европейском Союзе, как кажется Еврокомиссии, не должно вырасти. А оно растет. Оно растет, но не должно.
А значит, если предложение в мире вырастет, то это предложение, этот рост предложений может быть съеден растущим спросом со стороны Европейского Союза, со стороны Китая, со стороны Индии. Ну, у Европейского Союза всегда есть запасной ход. Закрываешь десятка заводов, которые газ потребляют, все в порядке. Нет, ну, будем честны. Сначала надо, чтобы цены выросли, а потом закрываются цены. А их это немножко пугает. Мы знаете, на протяжении, собственно говоря, как наша программа выходит с 22 года, с августа, мы не раз говорили о том, что для Евросоюза главная проблема – это Азия. Азиатско-Тихоокеанский регион – это крупнейший потребитель сжиженного природного газа на планете Земля. Я понимаю, у нас все смотрят как-то больше на Европу, считая, что, Европа – это такой привлекательный рынок. Просто за сердце схватиться и в обморок упасть. Нет, крупнейший рынок – это Азиатско-Тихоокеанский регион. Китай и Япония даже сейчас потребляют, понятно, вместе, больше сжиженного природного газа, чем весь Европейский Союз с Великобританией. Причем потребляет на основании долгосрочных контрактов, причем потребляет по формулам цены с привязкой к нефтяной корзине. И чем принципиально отличается от Европейского Союза, где все 100% газа у нас имеют биржевую привязку, а там, биржевую привязку имеет в лучшем случае 30%, а все остальное в долгосрочных контрактах. У Китая там еще меньше получается, но не суть. Тут еще один фактор. Это растущие рынки. А растущие рынки это не просто, чтобы, порадоваться за них, они растут. Нет, растущий рынок, значит, надо больше газа. И предложение, которое будет расти, будет съедаться, в том числе и растущим спросом со стороны того же Китая, той же Индии. И не надо так далеко. 2 года назад Египет поставлял СПГ на европейский рынок, а сейчас он строит регистрационный терминал, потому что самим мало. Мелочь, конечно, но я уверяю вас, что ближневосточный газ Катара, вряд ли пойдет в Европу, когда рядом есть Египет. Ближе, быстрее. И никакой борьбы за права человека и прочую ESG-повестку Египту нужен просто газ. А не это. И, собственно говоря, к чему этот рассказ? К тому, что сейчас одна из ниток Северного потока-2 находится в рабочем состоянии. Ее чисто теоретически, понимаете, потеоретизируем. Ее можно использовать для поставок газа. Можно. Но если вы заблокируете... Дважды. Очень сильно заблокируете. Прям заблокируете эту трубу, то вы отсечете для себя возможность в случае чего организовать эти поставки. О чем, собственно, руководство нашей страны неоднократно говорило из серии: ребят, что вы творите? Зачем? Какой смысл? Какой смысл? Никакого. Но что ж, я уверен, северные потоки наверняка где-нибудь в каком-нибудь пакете обнаружатся. Кстати, удивительно, но 27 стран Европейского Союза, по словам европейских дипломатов, все сложнее и сложнее им договариваться о новых санкциях. Почему-то.